Что Трамп на самом деле задумал? Что значит полная победа? Ихнюю ДНК раскололи. Мы очень много что нарыли в Газе. Был нанесен удар, который полностью, он выбил все планы. Россия и Китай наблюдатель. То есть они хотят гарантий, и тогда можно остановить войну и дать им, смотрите, вибирайте. Добро пожаловать на Ближній Восток. Борисе, 11 квітня Ізраїль завдає удару по Лівану, власне, по Хезболі. На території Лівану 300 людей значаться загиблими. Всі розуміють, що війна триває. Трамп говорить погрозами, що, мовляв, завершуйте. Лунає історія про 10 пунктів. Іран каже, ви їх порушуєте. Взагалі, які 10 пунктів? Українці, по суті, окрім цін на пальне, які, коли Трамп заявив, що все, війна завершена, ми уклали угоду, побачили, що ціни можуть падати. І навіть прем'єр-міністерка країни сказала, що зараз у зв'язку із падінням світових цін будемо їх знижувати. Потім вони наново почали зростати на світових ринках, росіяни отримують мільярди від цієї всієї історії. Війна продовжується, попри гучні заяви Трампа, що, мовляв, перемир'я настало. Нетаньяху сказав днями, що, мовляв, ми і досі вважаємо, що війна не є завершеною, але ми чимало чого зробили. Будемо доводити цю історію до кінця. На Трампа тиснуть зовсібіч, і, як ти знаєш, вже за кілька місяців почнеться історія під назвою «Підготовка до виборів», і, безумовно, їм би класно цю історію завершити. Втім, Ізраїль вважає інакше. Що відбувається на даний момент? Розкажи коротко і про 10 ці пунктів, і які плани в Израиля на найближчі тижні? Все пока что идет по тому плану, видать, который был у Трампа с самого начала в голове, или который он одобрил, предоставленный ему, скажем, Пентагоном, ЦРУ. Каждой стране, как и у вас, любой план, когда предоставляется план войны или план операции войны, в нем участвуют все ведомства, все, которые отвечают за безопасность и военные, разведывательные, каждый предоставляет план. Или там совместно, или каждый. И главе государства или главнокомандующему надо утвердить. Исследовать его, и следовать этому плану по мере его развития, смотреть, где достигли, где нет, где, и там корректировать дальше свои действия, да, скажем так. Первый пункт своего плана они выполнили. То есть здесь Трамп даже, он предложил прекращение огня как раз почти за 2 дня до окончания, когда он сказал 4-6 недель, вот осталось пару дней, и он предложил. То есть это, видать, был первый пункт их плана, который они считают выполненным. Если, как мы тогда говорили, когда Трамп объявит себя победителем, значит победа. В Израиле к этому готовились, и Израиль понимал, что в любой момент может настать вот этот день, и старались нанести вреда иранской военной инфраструктуре как можно больше и выбить как можно больше именно командного звена. Почему? Потому что, как ты знаешь, командное звено — это очень-очень важно. То есть когда у тебя остаются только низшие звания, а нету, например, выбить всех средних, то тогда у тебя нету связи между высшим командованием и низшим составом, который должен делать. Кто-то планирует, а кто-то должен приказы доводить до низшего состава и это все делать. Если их выбить, этого не будет. С другой стороны, если выбить весь верх, всю верхушку, у тебя останется средняя, но планирование далее и координация там будет очень плохая. И это показала нам операция по спасению летчиков. То есть это реально показало, что они не могут координировать действия на своей территории полномерно. Даже в тот момент, когда они собрались их координировать, то был нанесен удар по штабу координации. То есть до такой степени разведка и ЦРУ, и израильская разведка, и военная, и Моссад, и Моссаман — это военная, Моссад — это не политическая, это гражданская, более считается полумилитарная, да, гражданская разведка. Они точно знали, где конкретно сидят конкретные люди. И когда они там соберутся. То есть они подгадали момент, что будет операция. Операция должны командовать. То есть такая операция по поиску на своей территории. Ты должен найти летчика, который, можно сказать, главная карта на этой войне. Если ты его поймаешь, то это будет публично очень сильно удар по Америке. Mm-hmm. И они не смогли даже скорректировать и нормально провести такие действия. То есть это показывает, что американцы, как они видят свой план, на первом плане они его добились полностью. То есть даже со сбитым самолетом, эта война там сбивают, по нашим самолетам тоже. Когда была война, велся огонь, не каждый день, но было, и им получалось уходить, на то они летчики, на то у них есть системы. Так что Израиль это знал, и Израиль каждый день старался бомбить
именно объекты, которые, вот если ты помнишь, да, был удар, Америка была против удара туда, Америка была против удара сюда. Это почему? Потому что Израиль точно знал, что Трамп в один день скажет, то есть американцы своих планов добились, и они остановят. А мы как союзник, как сама понимаешь, что союзник обязан выполнять, потому что это когда Америка говорит, она говорит за союзников, то есть она говорит за нас и за себя, скажем. Так, але ваша ж ціль інша, Борисе, ваша ціль – це зруйнувати повністю всю систему гілки влади. Цього не до кінця вдалося зробити. І, відповідно, США, у них свої інтереси. Вони вам допомогли, але вони готуються до виборів і їх тиснуть страшно. Найближче оточення Трампа серед республіканців. І це не тільки Лінсі Грем, але ще й величезна кількість демократів, які тиснуть. Люди виходять на протести. Відповідно, йому дуже вигідно всю цю історію завершити. І тут виникає запитання, як союзники, які мають, по суті, на даний момент різний градус мотивації по завершенню, можуть рухатися далі. От про це скажи, і саме про ваші плани, з огляду на те, що озвучує Трамп. І що нині відбувається, теж кілька слів. Смотри, когда мы союзники, мы вступали в эту войну, и наш премьер-министр, можно к нему относиться по-разному, я не его сторонник, скажем так, напрямую. То, что училось 7-10, он должен отвечать. Так у нас работает система, в принципе, и не надо ее ломать. У нас хорошая система, и ломать ее не стоит. Борис має на увазі сектор Гази і взагалі всю цю історію провалом розвідки, що, мовляв, Нетаньяху має за це відповісти, але, по суті, він лишається на посаді і далі виконує свої функції. Так. Именно это я и хотел сказать. Просто он с самого начала даже сказал, что мы союзники с Америкой. То есть он это так преподал, что мы играем вторую скрипку. Да? То есть мы вместе, но решает Америка. И поэтому, когда Америка будет решать свои проблемы, мы будем решать свои. И, в принципе, так было сделано, если кто-то замечал, кто-то следил за событиями на Ближнем Востоке, что в какое-то время Израиль резко переключился на уничтожение именно производств двойного назначения, именно серьезных, такой как стали литейной и так далее. Почему? Потому что все поняли, что, как ты сказала, мы в конечном итоге союзники, у нас свои планы, Америка, да, у нее свои планы. Кто бы ни говорил, что Биби кого заставил, в Америке свои планы, она когда захочет, она остановит войну, и она это сделала. И поэтому Израиль нанес максимальный урон именно той цепочке, которая нас больше всего интересовала. Но самое первое, это что не было ядерной угрозы, просто не было. Уран остался там, все это знают, он никуда не делся, он в Иране, но производство, оно уничтожено, скажем так, критически, то есть оно уничтожено так, что его критическая фаза восстановления уже невозможна, то есть надо строить заново. Оце важливо. Скажем, самое главное, это люди, я знаю, что ты такой же человек, и людей, которые я слышал у тебя на канале военных, они уже все честно, кто был на войне, военные все знают, что главное это не железо, извините, как он ни был, высокотехнологичный человек, управляющий этим. И вот люди, которые строили эту атомную, всю вот эту вот цепочку создания ядерного оружия, это же профессора, это инженера, которых учили десятки лет с огромным опытом, летали там в Россию, Россия. То есть, понимаешь, этих людей больше нету. То есть, чтобы новых таких научить, возьмет годы. У них проблема, наша вторая серьезная проблема, это ракеты, которые долетают до нас. То есть, у них есть ракеты разной дальности, как и везде, и есть ракеты, там, скажем, которые свыше 1500 километров баллистически нам представляют угрозу. И нам важно было сделать так, чтобы производство этих ракет упало опять же до той критической точки, где их восстановление невозможно, надо строить заново. Это случилось. То есть была нарушена вся цепочка строительства этих ракет. И самое главное, это сталелитейная промышленность, которая, в принципе, то есть ты можешь там оставить, не знаю, спрятать где-то маленький заводик, который делает чипы, которые делают ракеты умные. Да? Но чип нужно вставить в болванку, железную болванку, которая выдержит, сможет противостоять всем законам физики, то есть когда она будет лететь, трение, там, горение, очень много, да, всего. То есть тебе нужен серьезный металл, то есть технический металл, очень хорошо отлитый. Или советские старые ракеты, которые строились на десятки лет вперед, или делать свои. Тебе нужна сталелитейная промышленность. Когда у тебя ее уничтожают, вся остальная цепочка, она отмирает. Почему? Все остальные работают, как бы то ни было, да? Вот тот, кто работал, скажем, в Украине, много шахт, да, шахтеров. Вот не важно, что там есть в шахте, есть шахтеры, вот это главные люди, которые зарабатывают деньги. Все остальные кормятся с этого. Бухгалтеры, все, вплоть до начальника. То есть то же самое в сталелитейной промышленности. Если сталелитейный завод встал, все остальное оно отмирает. Зачем выпускать чипы, зачем выпускать двигатели, к чему? К чему их ставить?
И вот эта вся цепочка была уничтожена до той степени, что ее невозможно как бы взять, вот как у вас, да, например, ударили по какой-то станции, Украина уже так адаптировалась, что она взяла и как-то перестроила, то есть заменила части, и оно продолжило работать. Там так нельзя. То есть надо строить заново заводы, надо строить заново предприятия, надо делать там, опять же, целую сеть, которая будет, это же не просто так, это же промышленность, это сеть, да, когда тебе уничтожается все полностью, и Иран перед ними ставится вопрос, вы когда будете сейчас восстанавливать, вам понадобятся миллиарды, вы с чего начнете? С реактора, то есть ядерная программа, миллиарды. Ракетная программа, миллиарды. Военный потенциал ПВО восстановить, миллиарды. То есть, с чего начнете, на что будете тратить? Это же, знаешь, никто, когда говорил, что мы не собираемся менять режим, правильно, никто не собирается, потому что режим меняется изнутри. Но людей можно подтолкнуть. Не сейчас. Но когда люди будут видеть, что война закончилась, они победители, а в кране воды нет, электричества дома нету, и, к сожалению, как бы Иран там не показывал себя, что вот они там что-то добились, на самом деле только одна операция по спасению летчиков показала, что у них институты гражданские многие не работают. То есть нету медицинской помощи, которая может подъехать, скорая помощь со всех сторон. Такого нет. Нету никаких там министерств чрезвычайных ситуаций, которые могут справиться с задачей горящей станции. Нет. То есть, понимаешь, у них как бы получилось так, что у них правит просто военная хунта. И поэтому, когда американцы поехали с кем-то договариваться в Пакистане, я вообще не понимаю, с кем они поехали, правят другие люди, правят оставшиеся те, кто выжили с генералов КСИРа, да, то есть вот они правят, а аятолл нету, то есть вот этот их непонятно, то ли живой, то вот этот ходячий мертвец, вообще, кажу, белые ходаки какой-то, вообще кошмар какой. Просто «Ігра престолів» питайте. Але при цьому, пам'ятаєш момент, коли Трамп заявив, що минулого тижня, вночі станеться щось таке, що змінить світ повністю, зітре із лиця землі певну частину. Багато хто думав, що це ядерка, потім вийшов Джей Ді Венс, віце-прем'єр-міністр Америки, казав, що ніякої ядерки не буде. Втім, мова велася про удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. І іранці, як ти бачив, живим щитом вийшли захищати свої об'єкти енергетики, розуміючи, що, можливо, цієї ночі буде по них удар. Тобто це насправді багатьох дуже схвилювало, що вони не побоялися. Я кажу про внутрішнє населення, при тому, що вони розуміють, що відбувається, вони розуміють, який режим править, але не побоялися і пішли захищати. Они не пошли захищать, и, как ты понимаешь, это были кадры, сделанные Ираном, это то, что там выгнали людей. Некоторых силой, некоторых, как ты знаешь, у тебя есть Россия родная, там эти, кто получает зарплату от государства, на всех митингах хочешь. Ти маєш на увазі, що це все була постанова? Тобто це постанова? А это так и работает, потому что, когда они вышли, они хотели показать, смотрите, какой у нас народ, он весь с нами, и вот он вышел защищать наши станции, чтобы, опять же, повлиять на массы вот эти, которые там в Европе, в Америке, вот эти люди, которых я извиняюсь, конечно, но я их не считаю далекого ума, этих людей, большого ума, извиняюсь. И повлиять на них, чтобы было понятно, что это подстанова, было понятно, что если кинуть сейчас бомбу в 100 метрах от них, они все разбегутся к чертовой бабушке. Это как просто никому, понимаешь, когда тебе делают подстановку, никто не хочет участвовать в этом театре. Это ваш театр, вы с ним участвуете. Американцы, то есть израильтяне, то есть это показал Израиль к частью не американская, то есть когда Трамп сказал, что мы сейчас там сделаем того, что не было в свете, он что имел в виду? Знаешь, Трамп, как и наш Биби, они любят такие, фразы такие, знаешь, чтобы наводили там какой-то там фурор, там кошмар, сейчас все куда-то уничтожится. Наш Биби любит говорить о какой-то полной победе, и никто не понимает, что значит полная победа. То есть, в смысле, ты нам объясни, полная победа — это флаги союзников в Берлине 45-м и Берлин полностью, то есть Тегеран такой с вашими флагами американскими, или полная победа, что это? Они любят, понимаешь, вот эти. Они политики, им это их поле политическое, они для своих сторонников, для своего бейса, они говорят вот эти вот фразы. Что Трамп на самом деле задумал, скажем так, по-военному, и что действительно можно выполнить без ядерной бомбы, никакая ядерная бомба не нужна, что за бред.
самолеты-бомбардировщики тяжелые, которые тащат ядерные бомбы, они тащат и заряды. То есть они могут взять на себя очень много тяжелых бомб. Не одну ядерную, а много тяжелых. Они хотели за короткое время, скажем, за несколько часов погрузить Иран во тьму и перерезать дороги. Это же у нас цивилизация основана на электричествах и на дорогах. То есть нам нужны нам нужны дороги передвижения и снабжения, и нам нужно электричество, энергия. Они хотели в течение какого-то, не растягивать это на 2-3 дня, просто, может, за одну ночь, может, в течение какого-то короткого времени полностью вывести всю электроэнергию и вывести из эксплуатации, скажем, все дороги, то есть положить мосты, сделать в дорогах, пока их будут восстанавливать, пока это займет огромное время. То есть просто погрузить скажем, на какой-то месяц или что-то Иран в полную тьму. То есть, откинуть их на много-много лет назад. И тогда можно остановить войну и дать им, смотрите, вибирайте, да, или продовжаємо, или нет. Вот это вот Трамп хотел. Але він цього не зробив. Нет, потому что иранцы, как ты понимаешь, чтобы привести к прекращению огня, надо две стороны, да. То есть я хочу прекращения огня, мой противник не хочет, не добьемся. А как-то вдруг странно иранцы захотели, да. То есть прекращение огня вдруг стало актуальным. То есть они поняли, что это возможно, они защитить ничего не смогут, никого не смогут. Потому что, опять же, пока они там людей выставляли смотреть за этими станциями, были атакованы производства, стали литейные. То есть их всегда, как я сказал, ихнюю ДНК раскололи. Мы очень много что нарыли в Газе и в Ливане, очень много, и в Сирии. Такого нарыли. Мы просто знаем ихнюю ДНК раскололи. И поэтому, когда они начинают устраивать вот эти все пиар-ходы ихние, они реально прилетают туда, где они меньше всего об этом. То есть их постоянно думают, что все идут за вами, за вашим пиаром, и наносятся удары туда, куда надо. Опять же, возвращаемся к операции по спасению летчиков. Устроили такую грандиозную операцию, и в это время ударили по штабу. Те были уверены, что вся американская и израильская авиация, сейчас все находятся, разведка, все, чтобы спасти летчиков, и ни у кого нет дела до ничего другого. Оказывается, есть. Оказывается, кто-то сидел, следил и ждал. То есть их шаг уже знали заранее, вперед на год. То есть заранее уже знали, предугадывают их шаги. Якою є зараз ситуація, Борисе? Тобто, що нині відбувається? І етап щодо цих 10 пунктів я би хотіла, щоб ти теж озвучив, тому що не зрозуміло, чи вони взагалі існують, чи це чергова вигадка Трампа, і не слід сприймати це серйозно. Если мы берем вообще иранские требования, то они сделаны так, что каждое требование, согласиться с ним нельзя, но это иранцы, они очень такие проворные, они очень проворные дипломаты в плане переговоров. Вспомни сделку, но если люди не помнят, была такая сделка при Обаме, при президенте в Америке Обаме, когда был Барак Обама, была сделка между европейскими странами, то есть не между НАТО или каким-нибудь ООН. Была Америка, несколько европейских стран, и была сделка. Россия там участвовала тоже, скажем так. Была сделка по урану. То есть, опять же, мы говорим по ядерному военному потенциалу Ирана. Как ты видишь, они смогли сделать так, что они добились почти чуть-чуть и сделать бомбы. То есть они очень умные и хитрые. И они, когда предложили этот план, они с самого начала знали, что этот план, на него никто не согласится. Но, предлагая план, они показывают, что мы готовы говорить. Давайте, то есть вот план. Им же надо до их внутренней своей политики, потому что они несут серьезные потери. Как я тебе говорю, что КСИР и аятоллы — это не весь Иран. И кто их поддерживает, это далеко не весь Иран. Это какая-то часть Ирана, которая там измеряется не в больших процентах. Больше людей не любят их, то есть больше людей против. И чтобы не показаться слабыми, чтобы их просто не поубивали все, просто физически. Это, европейцам, это людям непонятно, как это может быть. Вот сменяется власть, и да, это Ближний Восток, здесь меняется власть, и все, кто были раньше у власти, их убивают вместе с их семьями, если они успевают убегать. Вот так это здесь. И поэтому им нужен какой-то план, на который бы они могли согласиться, и это выглядело в их глазах, что они останутся просто живы все и при власти плюс-минус, да, чтобы, опять же, им ничего не случилось. Поэтому они выдвинули план, смотри какой. Их первое. Первое — это что международные страны дали им гарантии. Когда Россия и Китай наблюдатель, то есть они хотят гарантии первым планом. Сразу мы еще ничего, гарантии, сразу дайте нам гарантии. Почему?
Потому что у нас все плохо. Если так продолжится, гарантии не будет. Ну, мы уже с американцами уже как бы наигрались, они 2 раза нас атаковали, и мы не выдержим 3-й атаки. Да? Сразу же дайте гарантии. Окей, то есть это гарантии, можно с этим не вопрос, да, то есть если вы... То есть, в принципе, пункт гарантий, он не такой невыполнимый, скажем так, если вы сделаете то, что попросит Трамп. Окей? Их не второй. Они хотят полное управление Ормузским проливом. Так. Это невозможно, потому что на это даже уже европейские страны, ну, насколько они, как бы, ну, там, не про войну, ну, мягко говоря, не про войну совсем, они как бы уже возмутились, сказали, нет, мы пошлем войну, то есть пошлем корабли. 3. Это выплата им репараций. Репарации кто им будет выплачивать? Вы никого не победили, можете своим репарации попросить, не знаю, Бахрейна, с Кувейта, если они согласятся выплачивать, я думаю, что нет. Они будут от вас требовать, то есть репарации отменять. Это, опять же, это просто так. Это пункт, который можно выкинуть, и о нем там не особо, да? Снятие санкций. Но, опять же, это понятно, если закончится война, то снятие санкций, в принципе, американцы об этом тоже говорили, что не вопрос. Если вы идете на шаг, то снимаются санкции. Потом, 5 пункт – это обязательно, чтобы прекращение атак на прокси. Окей? Чтобы Израиль прекратил долбить ихнюю Хизбаллу, потому что, чтобы люди понимали, почему так Иран держится за Хизбаллу. Если кто-то помнит, когда-то Великая Британия была империей. И у нее была называлась корона. То есть их страны можно было посмотреть, так неважно. И у них был бриллиант на короне, который был Индией. То есть если потерять Индию, вся эта империя накроется, перестанет существовать. Потому что Индия — это был вот именно бриллиант. Так и у Ирана. Ихний бриллиант во всей их шиитской сопротивления — это Хизбалла. Самые натренированные, туда вложены самые большие деньги. Это самый лучший актив, который смог сделать то, что не смогли сделать больше нигде. Только в Ливане Хизбалла правит Ливаном, но не отвечает ответственности. То есть это не государство Ливан, но оно правит Ливаном. Вот когда ты вначале говорила, что Израиль нанес удар, во-первых, этот удар был, в нем было несколько целей. Первая цель — это удар по командным пунктам Хизбаллы, но это святое для войны, для нас против них, уничтожение командных пунктов. Вторая цель — это показать Ирану, что вы за себя, эти за себя. Ну, не может быть так, что вы сидите в Иране и вы диктуете за Ливан. Ну, так не работает. Ливанцы пускай сами решают. И 3. это было... Прошел такие... Но это не слухи, это действительно было так, что в Ливане готовила, видать, Хизбалла планировала военный переворот. Опять же, это надо очень осторожно говорить. Почему? Потому что первая попытка была, когда пытались выгнать ливанского посла, он забаррикадировался, и Хизбалла взяла под охрану посольство иранское. Okay? То есть следующий шаг, это понятно, это прямое противостояние с Хизбаллой из-за посла, и это, понятно, переворот. Скорее всего, Хизбалла пытался сделать переворот, и был нанесен удар, который полностью, он выбил все планы, потому что, чтобы взять переворот, нужны командиры, революционеры в командных пунктах, Ленин там на своем броневичке. Если убрать Ленина, убрать броневичок, революции не будет. Здесь то же самое и сделали. Убрали их революционеров, и революция не случилась на данный момент. С Хизбаллой мы не можем согласиться с американцами и сказать, знаете что, давайте-ка вы договариваетесь, да, и мы с Хизбаллой оставим, вот как вы хотите. Нет, так не работает, потому что это на наших границах, и они не собираются сдаваться. Они ничего не умеют. То есть, чтобы люди понимали, если у вас забирали в армию и людей там делали солдатами, эти ничего не умеют, у него нет профессии, у него вообще ничего нет. Они получали очень хорошие деньги, очень хороший, как мы скажем, соцпакет от Ирана. То есть Иран вкладывал более $1 миллиарда каждый год. Представь, выбирали со своих людей, отправляли туда $1 миллиард. В Иране, если бы ты видела дома в Южном Ливане, эти деревни, мне очень нравится Ливан, очень нравится. Я бы был очень рад, чтобы у нас был мир туда поехать погулять. Это сумасшедшее, это очень красивое место, просто красивейшее. И деревни в Южном Ливане, они выглядят в 3 раза лучше, чем выглядит весь Иран. И вот это надо понимать, почему Хизбалла будет воевать до последнего. У них нету, если они перестанут завтра быть под Ираном и перестанут получать деньги, они перестанут существовать. Не на что будет, не за что. Нету денег, они ничего не производят. Они, у меня есть торговля наркотиками, они военных специалистов, по всему, любым террористам, любой повстанческой организации, даже в Южной Америке, они приглашают их свободно, чтобы их тренировали и так далее. Опять же, наркотики крутятся, вся Южная Америка, они на этом зарабатывают. На данный момент с Ираном
от прекращения огня, перемирие, не знаю, как это правильно назвать. Но, скажем, у нас отменили, кое-где сняли предупреждения внутри Израиля, и там где-то в центре Израиля там открыли школы и так далее. У нас на севере продолжается война с Ливаном. У нас вот буквально перед тобой я был в бомбоубежище, перед нашим разговором я вышел. Нас обстреляли ракетами, там над моим домом сбивались. То есть, может, и сейчас будет. С Ливаном идет полномасштабная война. Как ничего не прекращалось. Единственное, что есть просьба, была такая просьба со стороны Америки, на которой все были согласны с тем, что не бомбить Бейрут, а все остальное не считается. И поэтому, когда перестали бомбить Бейрут, в принципе, уже нету смысла особо, никому, то есть все люди перестали обращать внимание на Ливан, а в Южном Ливане на данный момент идет, то есть уже почти захвачен столица Южного Ливана, такой город-символ для Хизбалли. Он називається Бінджбель, город Бінджбель. Але якщо Хезбола є адептами Ірану, то тоді, виходить, продовжується конфлікт з Іраном. Просто на території Лівану їх це не хвилює? Добро пожаловать на Ближний Восток. Это дипломатия Ближнего Востока. То есть им дали возможность сделать вид, что они отстояли, типа вот Бейрут не бомбят, а все остальное это не Ливан, скажем так, это Ближний Восток, да. И вот под этот весь шумок Израиль не остановился, он сказал, да не вопрос, Ливан мы не Бейрут, мы не бомбим, все, отлично. Мы за переговоры в Америке, Израиль сделал шаг переговоров в Америке, то есть мы переговариваем с Ливаном в Америке, мы то есть дали американцам все, как говорится, карты в руки, нате, мы полностью ваши, что скажете, так мы и будем делать, вот и переговоры у вас, вот мы Ливан не бомбим. Но в это время, пока суть до дела, армия быстро окружила город Бінджбель и сейчас там добивает оставшихся внутри боевиков, потому что они не смогли отступить. Борис, з приводу Ормузької протоки, це дуже важливе питання, ти розумієш, з яких причин. Глядачам нагадаю, що безкоштовно і безперешкодно проходять через Ормузьку протоку дружбани Ірана, тобто Китай, Росія. Нас цікавить, ясно, що більшою мірою Російська Федерація. Решта за гроші. І як зараз ситуація в Ормузькій протоці, і як ти анонсуєш, яким чином Трамп передусім? Мені здається, що його це найбільше буде хвилювати. Хоча не факт, думаю, що через тиск, безумовно, через тиск. Або він публічно ж говорить, у нас взагалі проблем немає з ціною. У нас все в порядку з нафтою. Це хай європейці хвилюються, але через те, що європейці нам не хотіли допомагати, то середній палець вам. Тепер думайте, як ви будете вирішувати цю всю історію. От я б хотіла, щоб ти кілька слів про це сказав. Я розумію, що це ти не Нострадамус, ти не можеш прогнозувати, як буде вести себе Іран, але все ж таки ти добре знаєш противника. Яким чином може бути вирішена ця ситуація і яким чином, ти думаєш, буде вести себе Іран? У Ирана, в принципе, они поставлены спиной к стенке, да, у них много выбора нету, то есть у них или как-то добиться через свое сопротивление, чтобы американцы согласились хоть на какие-то пункты из их переговоров, используя Ормузский пролив, вот именно используя его как в плане, не рэкет, но это больше... Инструмент рэкет, шантажу. Да? Инструмент шантажу. Это инструмент именно шантажа, ничего больше, потому что они понимают, что никто никогда в жизни им не отдаст его в личное пользование. Если личное пользование, то есть пользование кого-то, то это будет создан какой-нибудь международный консорциум, в который будет там входить много стран, страны Персидского залива, обязательно какая-нибудь Америка, или какой-нибудь там Китай, кто-то главный, большой, да? И тогда да, а вот им их никогда не отдадут. Это именно шантаж, и могут ли американцы разблокировать Ормузский пролив? Конечно, могут. Вопрос, опять же, это ставится вопрос не сколько цены и действий, а сколько чего хотят добиться Америка, именно чего она хочет добиться в конце. Понимаешь, очень тяжело понять, кто бы что ни говорил, какой план в конце они хотят. То есть они хотят эту нефть забрать у Китая. Хорошо, вы в Ираке такое сделали. Сейчас китайцы тогда научились, и они в Иран вложили много денег, поэтому они за него так сейчас это и переживают. Им нужна нефть. Российская нефть им не хватит, им нужна иранская, потому что никогда нельзя на одного поставщика, да, тебе надо как можно больше. Да. И если они хотят на это идти, то им, в принципе, Ормузский пролив-то не сильно надо открывать.
То есть европейцы когда-то сами придут и скажут, давайте что-то делать, а так как иранское правительство не готово сотрудничать, они готовы выставлять требования, то это только война. И поэтому Трамп как бы зовет их на войну, когда вы сами... То есть я вас не зову уже, но вы просто сами придете. Выходит так. Выходит так. Посмотрите, что творится европейцы. Каждый день какая-то европейская страна, кроме Франции, конечно. Ну, Франция — это вообще отдельная песня. Не веселая, конечно, но отдельно. Они уже начинают говорить, что мы, скорее всего, будем присылать войска, то есть военные корабли. Зачем нужны корабли? В принципе, Ормузский пролив, его надо очистить от мин. И все. Американцы уже провели 2 своих эсминца. То есть есть фарватер. Эсминцы — это, конечно, они поменьше, чем танкеры, и поюрче, и поменьше, и позащищеннее. Танкер сложнее, но если прошли эсминцы, то, в принципе, фарватер можно открыть. И Трамп сейчас предложил такую идею, как в Венесуэле. Они полностью закрывают небо, блокада, морская и воздушная блокада Ирана, и посмотрим, сколько вы выдержите. То есть у вас хлеб закончится. И если на этот шаг пойдут, то иранцам нечего делать. То есть блокада, корабли же не будут подходить близко к берегу. Они будут стоять на каком-то определенном расстоянии, никого не пускать. То есть у Ирана одна. То есть или начинать опять обстреливать ракетами страны Персидского залива, и тогда получить вторую серию. Они вторую серию, я тебе гарантирую, что бы они ни говорили, что бы ни говорили никакие эксперты. Вторую серию вот такого же 40-дневного они не выдержат, потому что, просто неким команд, просто, понимаешь, у них нет людей команды. И убьют последних сейчас, и все, и они развалятся. У тебя не работают гражданские системы внутри еще чуть-чуть. И люди начнут брать власть в свои руки. Почему? Гражданская система не работает. С автоматом сколько можно угрожать? Когда человек голодный, уже автомат не сильно поможет. Или когда у него ребенок больной, никто не приедет, автомат уже тоже. И поэтому противник сейчас находится в очень тяжелом положении. Он Хизбалла. Они уже что только не предпринимали. Они уже ракету «Скат» стрельнули пару раз. Одна из них, правда, упала в Газе. Но такое тоже бывает. Они уже что только не предпринимали, Израиль не останавливается. То есть Израиль идет на все уступки, говорит, да, мы согласны, мы делаем, но военная машина не остановилась. Наземная операция как шла, так и продолжается, она ни на минуту не остановилась. Бейрут никто захватывать с самого начала вообще и не хотел, поэтому, опять же, им отдали Бейрут, разрушенный Бейрут, знаете, забирайте. Не вопрос, пускай не будем бомбить. Там уже бомбить-то нечего. И получается, что мы сейчас находимся в положении, когда мы можем закончить войну, нам уже ничего. Но не хотелось бы возвращаться, но хотя бы с Ливаном надо закончить до конца, чтобы туда уже больше никогда не возвращаться. Потому что, чтобы люди понимали, вот представь, ты живешь на границе, да, ты живешь на границе из государства, которое раз в несколько лет начинает с тобой войну обстреливать, а потом прячешься за международные организации, и тебя заставляют подписать прекращение огня, когда ти їх почти добиваєш. Та що тут уявляти, слухай, ж роблять те саме, просто вони не угрожають, вони діють, але до того вони нависали, тому нам дуже зрозуміла ця історія. Вот, я думаю, що от українцям це більш легше поймати. Треба, щоб була якась буферна зона, бажано далі, але максимально, безумовно, знищити їх просто там. Да, хотелось бы, чтобы вообще не было буферной зоны, чтобы просто подписать мир, да, то есть пускай Хизбалла станет политическим крылом, как уже было многие партии войн, то есть военизированные, все становились политическим крылом и все. И как бы давайте договариваться. Или же буферная зона, что само по себе оно хорошо нам, для нашей безопасности, но, как ты понимаешь, любая буферная зона, она откладывает мирний договор з цим государством. Будь-яка буферна зона – це напруження на наступні десятиліття. З проекцією того, що це може вибухнути в будь-який момент. Тому вот о чем я говорю. Нам лучше бы закончить, не нужны вот эти зоны никакие. Лучше договариваться. Поэтому если сейчас дожать Ирану, не сможет переводить деньги Хизбалла просто загнется сама. Я не думаю, что кто-то... Хотя эти террористические организации, как Хамас и Хизбалла, они уже стали такими, как, скажем, так как мы живем в капитализме, капитализм застал и даже терроризм, к сожалению, да, и они стали корпорациями, понимаешь? То есть кто платит деньги, на той стороне они выступают. То есть если кто-то захочет подобрать актив к Хизбаллу после того, как Иран их кинет, как кинули сейчас Хамас, этот актив Турция поднимает активно, то сейчас как бы, если Иран их кинет, Хизбалла, он их, по идее, уже кинул, с тем, что сейчас происходит, то кто-то, если никто не поднимет этот актив, то Хизбалла закончится рано или поздно. То есть у них не хватит, возможно, дальше с нами продаться долго. И я надеюсь, что вот это нас не остановит. То есть пока мы будем с Ираном будем договариваться, вторые серии,
или там будет блокада, что нас не остановят в плане завершить строительство буферной зоны, чтобы Ливан понял, что давайте договариваться раз и навсегда, или, как ты скажешь, напряжение вот эти десятки лет будет оставаться не вам развиваться, то есть вы загнетесь, мы-то еще хоть как-то развиваемся, а вы вообще загнетесь полностью как государство. Южный Ливан, он богатый был, он тоже много что давал и самому Ливану, то есть а сейчас все это в руинах, и будет, там никто не живет, там буферна зона без людей. Там ще громадянська війна почалася в Сирії, ну, принаймні, як говорять про це західні ЗМІ, і частина сіл сирійських каже, що ми би дуже хотіли під крило Ізраїля попасти. Ти читав цю інформацію, бачив? Это да, ну потому что сирийские революционеры, как бы их не любили люди в Европе, или там Зеленский ездил и обнимался с ним, и договаривался, я понимаю, что враг моего врага мой друг. И он делает, Зеленский все сделал правильно. Он поехал договариваться с врагом своего врага. Сирийские новые власти, они не друзья России. Они вообще не друзья. То есть они враг России. Они враг Ирана. Значит, но это не какие-то там люди, которые несут там какую-то демократию или вообще какие-то, ну, сирийскому народу какое-то там солнце свободы. Нет, они несут сирийскому народу черное знамя ИГИЛа. Вот такую свободу они туда несут. И поэтому часть народностей, которые не относятся вот к этому, скажем так, это не большинство, они представляют большинство, но кто не относится к этим джихадистам, кто не относится к арабам-суннитам, суннитского толка, мусульманам суннитского толка. Опять же, это не все, это вот это, которые захватили, джихадисты при поддержке Турции. Вот все, кто к ним не относится, они хотят под правительство Израиля, потому что их убивают. Их, к сожалению, что европейцы им там приехали, целуются с ними, обнимаются, говорят, как он хороший, он на следующий день посылает своих головорезов, они там алавитов бедных, уже не знаю, что с ними творят, там женщины пропадают, там каждый день, вот если почитать их новости, их телеграммы, это кошмар, там женщин алавиток крадут, там их насилуют, выкидывают, ну там кошмар. То же самое с друзями. Слухай, для мене було здивуванням, лишається здивуванням, хоча що дивуватися Трампу, історія з європейцями у вигляді Угорщини і росіянами, які є, як ви знаєте, великими друзями і партнерами Ірану. З'явилася інформація про те, що Угорщина взагалі пропонувала Ірану свою підтримку в певні моменти історії. Ну, те, що Росія з ними співпрацює і допомагає не тільки там розвідкою, але і компонентами складовими, а ті допомагають їм, все зрозуміло. Але існує Орбан, існує Путін, які, по ідеї, з огляду на цю війну, мають бути і є, вони це декларують часто, але називають Росія, а не Путін, ворогами Сполучених Штатів Америки. І що ми бачимо, Борисе? Джей Ді Венс приїжджає до Угорщини, робить велелюдний мітинг, скандує, що це супер-мега-крутий чоловік, який любить угорців, забезпечує їм безпеку. При тому, що, ну ти ж розумієш, якщо журналісти володіють цими даними, які облітають всі західні ЗМІ, то Трамп явно володіє даними з приводу того, як Орбан співпрацював з іранцями. Ну, про Росію я взагалі мовчу, це давно відомий факт. Америка на це закриває очі. І для нас тут в Україні це абсолютно незрозуміло. Я би хотіла, щоб ти кілька слів про це сказав. Ты представь, как мне, человек, который находится в армии, который приехал, да, там вернулся с Украины, когда у нас началась война, я приехал назад и все, призвался назад. И представь мне слышать то, что государство, через которое мы летали, Будапешт, от Украины я летал часто, где нас там хорошо принимали, встречали, сотрудничали с иранской разведкой. Это просто, я даже не знаю, как это объяснить. То есть, когда Биби говорит, что я за Орбана, я понимаю, что ему Трамп сказал это сделать. Ну, мы ему обязаны чуть-чуть, и Биби там сделать то, что Трамп скажет. Ну, это же просто какая-то, это даже не жесть, я даже не знаю, как это назвать. То есть, это уже не какая-то мудрая политика там. Это просто какой-то трэш. Эти люди, чтобы сказать, что это не мы ответственны за операцию Бипер, и мы с Моссадом не сотрудничали, на нашей, там они сами все это сделали, на нашей территории вообще не смог. Они взяли и передали разведданные. То есть вы чего? Кто бы вас обвинил в чем? Все знали, что это Моссад, и Моссад признался. Это мы. То есть никто никого. Они взяли и передали. И поэтому у меня вообще, у меня лично
понимания этого нету никакого в плане того, что, ну, зачем вы это делаете, когда вы реально понимаете, что вы проигрываете на улицах, венгерских улицах, потому что люди не хотят Орбана. А вы сейчас за него выступаете, тем самым вы проигрываете там, где надо выигрывать, на улице. Сегодня политики вообще ни при чем. Вот посмотри на европейскую политику, посмотри на американскую, посмотри на нашу политику. Все смотрят на свою улицу. Вот что улица говорит, то они озвучивают, так они себя и ведут. Политики. Вы сейчас взяли и просто всю венгерскую улицу подоставили против себя ради того, чтобы спасение Орбана, который помогает Трампу развалить Европу на фоне войны с Украиной. Зачем ему это надо? Я не понимаю. Посмотри, как ведет себя Орбан. Он же постоянно ставит палки в колеса. Это же понятно, что человек делает специальную политику. То есть это специально, это не какой-то я хотел. Так, це не ситуативно, це прагматично, пропрацьовано все. Это политика, и каждый раз шаг за шагом он делает такие вещи, чтобы расколоть Европу по вопросу Украины. Посмотри внимательно. Деньги, когда Европа обсуждает помощь Украине, он вставляет свои 5 копеек. Нет. То есть что он делает? Он знает, что есть там система обхода того или иного члена ЕС, но это берет время. То есть что это значит? Украина не получит вовремя то, что ей надо. То есть у нее будет осложнение на фронте. То есть надо договариваться с Россией. То есть понимаешь, что там идет последовательная работа по ламанню Європи. Нас, безумовно, всі ці історії, окрім ціни на нафту, хвилює і залишається запитанням, що у Трампа з русаками, тому що, чесно тобі скажу, я думаю, що там трикутник любові. Я відверто тобі кажу, тому що Орбан, коли приїжджав до Америки допомогти завершити війну в Україні, потім, і говорив те, що русаки говорять, потім тими ж словами говорив Трамп і Венс. Тому я думаю, що вони там працюють в трикутнику, і мені дуже сумно. Я, чесно тобі скажу, до сих пір не розумію причини, окрім реально якогось величезного компромату на Трампа, який має Російська Федерація. Чому Трамп і США нині діють подібним чином? От з Ізраїлем, Іраном мені все зрозуміло. Але що нині відбувається з нами, це питання. Я тобі дуже дякую за те, що ти присвятив нам час. Друзі, Борис Сегал, воїн армії Цахалу з Ізраїля. Зараз я в Києві, Борис в Ізраїлі. Будемо тримати руку на пульсі і за кілька тижнів знову зустрінемось. Наші глядачі респектують, що ти ділишся з перших вуст. Це важливо. Друзі, підпишіться на нас, якщо раптом тут вперше. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про озвучене Борисом і обговорене нами в цій розмові. Наступне відео ось тут, обов'язково його подивіться. Хочете допомогти нам створювати і надалі інтерв'ю і всі наші матеріали, подобається підтримувати вільну журналістику, робіть це, будь ласка. В описі під цим відео ви знайдете всі способи, ставайте спонсорами, маємо банк у Монобанці, Patreon і Buy Me Coffee. Дякую за довіру. Лишайтеся тут, подивіться наш свіжий огляд.